Всем привет! В этом видеоуроке сверстаем подвал сайта за идею спасибо одному из моих подписчиков. Разберем интересный хавер эффект наведения на кнопку с градиентом. Футер будет корректно отображаться на любых устройствах, а это значит, что совсем чуть-чуть придется поработать с адаптивом. Урок отлично подойдет новичкам, все по шагам и с пояснениями. Погнали! Итак, у нас есть макет подвала сайта. Все исходный материал я оставлю на своем Бусти канале в свободном доступе, а ссылку закреплю в описании. Предлагаю проанализировать подвал для того, чтобы было нам проще начинать верстку. Наш футер состоит из, давайте сразу выделим полностью весь, состоит из верхней части, вот она, из тела подвала, так называемого боди, и нижней части, копирайт. Верхняя часть это форма, которая в свою очередь состоит из инпута, поля ввода и, соответственно, кнопки отправки формы. Тело подвала боди состоит из раз, два, три, четыре. Можем их разделить на 5 колонок. Раз, два, три. Не совсем ровно, но главное понять суть. И 5. 5 колонок, каждая из которых имеет свой заголовок. У всех он одного размера, кроме последней колонки, но это не страшно. Мы это сразу поправим. Под заголовком у нас идет менюшка. Соответственно, это навигация, список, и внутри него идут пункты со ссылками. Раз, два, три и так далее. Последняя колонка отличается, как мы уже ранее заметили, заголовками. Они немного другого размера. И они состоят из отдельных блоков. Раз, два и три. Это ссылка. Первый блок заголовок и список иконочек с ссылками на соцсети. Второй блок контакты. Здесь у нас адрес. Здесь также список, в котором есть первый пункт, второй пункт. И у каждого есть иконка и, соответственно, текст. И последнее это ссылка, либо кнопка. В данном случае не совсем понятно, возможно, она открывает модальное окно. Так, в принципе, все более-менее понятно. Давайте переносить это все в код. Первое, что я уже сделал, это создал папку с проектом, внутри которой расположил папочку AMG, в которой будут храниться изображения. Также в корне индекс HTML и style CSS. В индекс HTML я уже подключил стили с помощью link. И все, теперь мы можем спокойно начинать переносить наш макет в код. Внутри боди я создам футер с классом footer. Внутри него расположу ограничивающий контейнер, в котором, как мы уже с вами проанализировали и поняли, будет верхняя часть топ футер. Вынесем в отдельный класс. Будет тело подвала footer body. И будет нижняя часть, самая нижняя, footer copy. Есть. Верхняя часть у нас состоит из формы. Form, top footer, form.
Внутри нее поле ввода input, type текст с классом top footer input. Так, в нем есть placeholder. Давайте посмотрим. Скопируем его и вставим код. Также рядом с ним разместим кнопку button type submit. Класс top footer button. И название кнопки subscribe. Есть. Верхняя часть готова. Теперь перейдем к боди. Скроем верхнюю часть, чтобы она нам не мешала. И внутри боди расположим наши колонки. Footer column. Внутри колонки у нас есть заголовок, title. Пусть будет H4. И навигация. Nav. Footer. Меню. Перейдем в отдельный класс. Меню footer. Здесь разместим список, в котором у нас будут пункты меню. Link. И, соответственно, нам остается только перенести это из макета. Для первой колонки продукт. Первая ссылка. Вторая. Еще 4 колонки я сделаю за кадром, для того, чтобы вы не уснули на этом видео. Итак, я перенес все 4 колонки. Раз, два, три и 4. У всех одинаковая структура, поэтому не вижу смысла здесь надолго останавливаться. Теперь переходим к последней колонке. Footer column. И, как мы уже отметили, она состоит из нескольких блоков. Footer блок, в которых есть свои заголовки H5, но немного с другим размером. Поэтому задаем модификатор small. Так, добавим сразу наши иконочки. Footer social list. И, соответственно, item. Внутри них будет ссылка, линк. Так. И здесь изображение. Готово. Давайте перенесем. Заголовок follow us. Есть. Картиночки. Наши иконки. Здесь они не совсем простые, но мы постараемся их более-менее адекватно экспортировать. Первое у нас Facebook. Экспорт. Папка AMG 01 SVG. Вторая. Все то же самое. 02. Третья, соответственно, 3. Четвертая. Так. Ноль четыре.
5. И хотелось бы еще и 6 захватить. Мгм. Так, так. Только не PNG, а вектор SVG 0,6. Есть. Здесь мы можем вернуть все назад. Ctrl-Z. Есть. Следующий блок. Ага, мы скачали, но еще не подключили. Исправляемся. AMG. Путь. Папка 01 SVG. Сразу проверим. Да. Иконочка на месте. Icon. Все то же самое, только меняем название иконки. 3, 4, 5 и 6. Есть. Теперь смотрим на следующий блок. В нем у нас есть также заголовок. Можем скопировать этот, убрать список, поменять заголовок, добавить еще один список, footer list, li, footer item, и внутри него разместим иконку. Icon. Сразу добавим AMG. И рядом с иконкой какая-то информация есть. В нашем случае это адрес info. В нем два параграфа. Следующий item будет немного другим, но в нем также есть иконка. А кроме информации, вернее вместо информации у нас будет ссылка. Footer link. Теперь мы можем это все перенести. Заголовок у нас есть. Адрес ставим чуть выше. Копируем в первый параграф и во второй. Так. Иконочка. У нас она еще не скачана. Есть экспорт. Назовем location. И попробуем скачать. Да, все без проблем получится. Mail. Теперь подключим. Найдем нашу иконочку location. И найдем иконочку mail. Ссылка на почту. Не забываем указывать хрев с помощью mail to, для того, чтобы мы сразу могли отправить на почту и перейти по нужному адресу. Так, и последнее остается нам под блоками ссылка. Назовем ее footer contact. И не забываем про copy. Это у нас будет обычный текст. Можем разместить его в параграф. И теперь у нас все готово. Выглядит это следующим образом пока что. Не совсем так, как задумано по макету, но это не проблема. Сейчас мы начнем стилизацию. А для того, чтобы получить стили из макета, я воспользуюсь плагином
Inspect Styles. Так, сразу посмотрим, какой шрифт используется. Root, Font Family, Roboto. И у нас есть только он. Regular, Bold и Light. Давайте подключим. Перейдем на сайт Google Fonts. Введем в поиск Roboto. Нажмем на Get Font, Get Empt Code. И выберем Import. Скопируем. Ставим наш Style CSS. Готово. Это нам уже не нужно. И теперь мы можем подключить этот шрифт в body, Font Family, скопировать, Roboto. Есть. Размер шрифта нам осталось определить, какой основной шрифт используется. Видим слева 14 пикселей для ссылок. И для адреса, в принципе, именно 14 больше всего подходит под основной размер шрифта. Поэтому запишем его в body. Основной цвет Cold Gray Block. Это переменная. Сейчас ее найдем. Cold Gray Black. Вот она. Черный цвет. Есть. И обнулим еще, не забудем, все ненужные отступы. Паддинги, марджины. И пропишем Box Size Border Box. Для всех пунктов уберем List Style. Для ссылок берем нижнее подчеркивание, Text Decoration None. И зададим цвет, наследуемый от родителя. Для всех кнопок и инпутов уберем border. Есть. Подготовительные работы готовы. Можем начинать переносу стилей. Для footer посмотрим, есть ли какие-то отступы. Видим отступ вниз. 33 пикселя. Padding bottom 33 пикселя. Сразу проверим ограничивающий контейнер. Я уже заранее здесь нарисовал линии с помощью линейки. Вот так вот все выезжает, все просто. Так. Сделаем замер. Тысяча 1164 пикселя. Margin авто. Выровняем по центру. Box Sizing Content Box и паддинги нам помогут для адаптива по 15 пикселей. Есть. Теперь перейдем к верхней части, Top Footer. У нее есть свой фон. Cold Gray 10. Вот он. Background есть. Так. Сразу зададим Position Relative. Z-индекс 1. И, скорее всего, еще паддинги нам понадобятся сверху, снизу по 35 пикселей.
Видим, что фон появился, но не на всю ширину экрана, как это сделано в макете. Сейчас это поправим. Можно сделать разными способами. Я обычно пользуюсь следующим. Для топ-футер псевдоэлемента before зададим position absolute, top 0, left 0, z-индекс -1, фон такой же, как у топ-футер, соответственно. И теперь самое главное — это ширина и margin left. Calc 50% минус 50. Так, на всю высоту 100%. И у нас есть еще тень. Копируем, вставляем. Теперь для формы top-footer form дадим position relative. Для инпута зададим на всю ширину. Так, видим, что есть border radius. Есть background определенный. И паддинги. Background мы, скорее всего, зададим полностью всей форме. Сейчас посмотрим. Паддинги 16 сверху, 38 слева и справа у нас очень большой будет паддинг. Кнопка 286. Можем задать больше 300, 308. Так, паддинг 16 пикселей сверху, справа 308 попробуем, снизу 16 и слева 38. Проверяем. Есть. Сразу уберем outline. Так. Теперь у нас нет обводки при фокусе. Посмотрим на высоту инпута. Она у нас 50 пикселей. 50 пикселей. Так. И теперь мы можем перейти к кнопке. Top footer button. Зададим ей position absolute. Топ 50%. Справа пусть будет 5 пикселей. Посмотрим, как на самом деле. Да, 4,99. Угадал. Отлично. Display блок. Transform. Выровняем по центру вертикали. Border радиус 50 пикселей. Паддинги. Посмотрим. 11. И по бокам очень большие мы не будем задавать, а укажем 40. Хотя бы пусть будет. Курсор pointer обязательно. Фон черного цвета. Border также укажем черного. Нам это пригодится при хавере. И остается размер шрифта. Текст transform. И текст align center можем также захватить. Ага, видим, что у нас не задан еще цвет белый. Есть. Так, и
ширина. Ширина 286 пикселей. Заранее укажем плавность, анимацию для Color. Но мы будем менять как Color, так и Border, поэтому для всего. Проверяем. Есть. Все отлично. Теперь перейдем к Body. Footer Body. Сделаем Display Grid. И расположим в 5 колонок авто. Так, посмотрим отступ сверху. 56 пикселей. 56 пикселей. Отступ вниз у нас очень большой. Здесь 100 пикселей. Давайте запишем так. И посмотрим на отступ между колонками. Здесь он у нас 31, 32. Но мы можем поставить одинаковый 32 пикселя. Есть. Посмотрим, что у нас уже вырисовывается. Очень даже неплохо. Теперь мы можем перейти непосредственно к каждой колонке. Так, для заголовка посмотрим, какие есть стили. Footer. Footer title. Можем полностью скопировать. Так. Отступ вниз 32 пикселя. Есть. Теперь перейдем к меню. Меню Footer Item. Зададим отступ всем, кроме последнего элемента. Ему этот отступ не нужен. 16 пикселей. Есть. И для ссылок заранее укажем плавность. Анимацию Transition для Color 0,3 миллисекунды. Есть. Есть. Так, можно сказать, у нас уже сразу готовы 4 колонки. И нам остается последнее. Footer блок. Также всем блокам, кроме последнего, задаем отступ вниз. Он у нас равен 32 пикселя. У нас есть footer title small, если я не ошибаюсь. И для этого модификатора у нас размер шрифта 16 пикселей задан. Есть. Также отступ вниз 16. Немного другой по сравнению с обычным заголовком. Footer social list. Display flex. Flex wrap. И отступ между ними 16 пикселей. Так. Сразу можем задать row gap. Пусть будет 12 пикселей. Для самих ссылок footer social link укажем border radius 100%. То, что я помню, это фон белого цвета. Выровняем по центру нашу иконку.
зададим ширину. Она у нас равна 24 пикселя. Высота также 24 пикселя. Паддинг небольшой можем также указать 3,5 пикселя. Плавность для фона. Background color. Есть. Так. И еще у нас, кажется, есть тенюшечка тут небольшая. Мгм. Давайте ее найдем. Вот она. Так. Можем чуть-чуть увеличить тень. 2 пикселя. Чтобы чуть заметнее были наши иконки. Есть. И теперь для изображений мы сразу укажем максимальную ширину 100%, ширину 100% и высоту 100%. Для footer item display flex align items center. Отступ между ними здесь 14, здесь 16. Давайте укажем что-нибудь среднее. 15 пикселей. Так. Отступ вниз. Посмотрим сразу. Это 16 пикселей. Для иконки можем указать высоту. 24 пикселя. Для изображения внутри иконки icon AMG height 100, ширина 100. Для footer link, соответственно, также добавим плавности. Будем менять color. Для footer contact, для нашей ссылки либо кнопки, это остается тайной. Здесь footer contact. Интересная ситуация. Задан линейный градиент. Анимировать его не так уж просто, но есть небольшой лайфхак, которым я с вами поделюсь чуть позже. Padding Border Radius нам также пригодится. Есть. Давайте посмотрим. Padding маловат. Поэтому предлагаю его увеличить 12:40. И сразу задать белый цвет. Есть. Так. Что-то очень даже похоже. Цвет задан. И нам нужно также задать background size. 100%, 100% пригодится для нашего анимированного эффекта. При хавере мы будем анимировать линейный градиент. Это очень интересно и может вам пригодиться в любом проекте. Также добавим transition и footer копим. Все, что нам остается,
перенести стили, футер копи, 12 пикселей, font weight 300. Есть. В целом очень даже похоже у нас получилось. На ПК-версии мы можем еще добавить hover эффекты, any hover на тех устройствах, которые поддерживают наведение. Для кнопки Top Footer Button при hover мы будем делаем прозрачным фон transparent и задавать цвет текста черный. Есть, неплохо выглядит. Для ссылок меню Footer Link при хавере мы будем менять цвет текста вот на этот. Так, неплохо. Для Footer Link все то же самое. Для наших иконочек Footer Social Link мы будем менять фон. Так, неплохо. И последнее, что нам остается, это Footer Contact. С помощью Background Size укажем 290%, 100% и Background Position 100%, 0. Так, мы все задали, но забыли про Hover. Ничего страшного, все поправимо. И видим плавный эффект, плавную анимацию градиента. Это выглядит очень круто. Если вы тоже так считаете, ставьте лайк к этому видео. И теперь нам остается адаптив. В целом до 767 все выглядит очень даже неплохо. Не вижу смысла здесь что-то менять. Добавим медиа запрос. Max вид. Пикселей. Есть. А уже ниже мы будем менять конструкцию footer body. Расположим в 3 колонки и зададим определенные области. Сверху у нас будет первая колонка, вторая и третья. Снизу четвертая и пятая. Row gap между ними 30 пикселей. И теперь перейдем к каждой колонке. Footer column first child. Grid area column 1. Footer column 2. Соответственно, grid area column 2 и так далее. Для третьей третья. Для четвертой четвертая. И, соответственно, пятая. Посмотрим и видим результат.
Одна колонка у нас расположилась на 2. Попробуем показать вам более подробно. Вот. Раз, два, три, 4. И пятая колонка на 2 колонки разместилась. Заняла 2 области. Есть. Для инпута зададим другой паддинг. И уменьшим немного кнопку. 180. Размер шрифта 16 пикселей. Есть. Идем дальше. Все выглядит очень даже неплохо до мобилки. И на мобильной версии сразу зададим футеру меньше паддинг вниз 25 пикселей. Топ футер также подубавим паддинг 20 пикселей. 0. Есть. Для инпута и кнопки можем сразу их скопировать. Для инпута 10. 10, 140 справа и 16 слева. Высоту 40 пикселей. Placeholder можем также сделать меньше. 12 пикселей. Кнопки зададим ширину 130, размер шрифта 14. Так. Паддинг 8, 18. Есть. Для footer body паддинг топ 40 пусть будет. Row gap подуменьшим также до 20. И отступ вниз 48 пикселей. Отступ от заголовка можем также сделать чуть меньше. Footer link, вернее footer title 22 пикселя. И видим, что адаптив у нас готов. Здесь у нас аккуратно иконки переносятся на следующий ряд. И даже на самых низких разрешениях, в принципе, в целом у нас все читаемо. Так. У нас с вами получился полностью адаптивный футер. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Также подписывайтесь на мой Boosty. Там вы сможете найти эксклюзивные материалы и исходники к видео. Также в моем телеграм-канале вы сможете поучаствовать в викторинах, проследить за моей жизнью. Там я выкладываю какие-то отрывки, лайфхаки и многое другое. Спасибо за просмотр, друзья, и до встречи в новых видео.